Ой, Раиса, расскажи, а что это ты будешь делать такое интересное? А здесь у нас было как раз виноградное от вина, мезга так называемая. То есть остатки от зернышек. Уже все стекло. Вот. И теперь надо вот это развязать. И очень ценный материал. Как ты думаешь? А что это за материал? Очень ценный материал для очень хорошего нового способа, который вот можно использовать для того, чтобы... Ой, вот так вот. Сейчас. Для того, чтобы подготовить для... Ну так покажи, что же в мешке. А? Вот, сейчас я покажу. Вот смотри, что, как, все вытекло, да? Видишь? Сухое. О, А, вот оно что. да, вот они сухие, но не буду ж я выбрасывать, а вот эту брашку я не делаю, второе вино с водой, с сахаром. А я вот хочу сделать вот это сюда сейчас, залью воду, сейчас вот это, в общем, эту бочечку. Ой, смотри, смотри, сколько его здесь. А ну-ка, 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 Видишь? покажи. И вот это здесь у меня на 5 ведер, нет, на 6, это на 6 ведер у меня вот это как раз бочечка. И сюда теперь я буду заливать, полностью залью теплой водой. Ага. Именно теплой надо. Да, теплой водой. Здесь как раз солнышко, снова же в теплице это будет. Вот, сейчас залью. Вот, и оно, вот что произойдет. Мне важно, чтобы вот эта органика, которая здесь осталась, вот эта органика сейчас должна уйти в воду. Ну, а затем я покажу дальше, что буду делать. Ага, и что ты потом будешь делать? А, я покажу. Давай пока остановим камеру, а затем обязательно мы Ну продолжим. ладно, ладно, давай остановим. Итак, мы уже сутки, у нас более суток пролежало. Помнишь, мы сюда вот остатки винограда, смотри, они Да. вообще у нас совсем чернеют и становятся А что это совсем... за огрызки А какие-то? это у нас тоже органика, она тоже нужна будет, ели арбузы, дыни. Как раз это все здесь как раз очень хорошо будет работать. Вот этот сахар, который был, оставался здесь, и органика, оно уже ушло все сюда, в эту воду. Даже запах такой приятный. Сюда же добавляю, здесь где-то 1,5 килограмма сахара. Сейчас она тепленькая. Здесь теплица, снова же у нас теплица на все случаи жизни. Вот, сейчас я ее, вот это все перемешаю. Вот. Надо хорошенько, чтобы сахар растаял. Ну и сейчас будет самое важное. Смотри, уже даже само вот сахар и вот это оно играет. То есть бактерии уже природные даже работают. Но нам важно получить сейчас бактерии, которые будут работать уже без доступа воздуха, без солнца. Поэтому я подготовила вот сладкое уже. Смотри, что у меня есть. Покажи, что Вот это. Это, конечно, у них дается реклама, что как раз на неделю вот один пакетик А, хватает. это для туалетов, да? Да, это туалеты, я хочу как раз... Чтобы запаха не было, да, вони, и вот это вот. органику переработала. Я вот хочу сразу 2 пакета. Ага. Вот, и они разведутся. Почему? Если так высыпать, развести просто, они рекомендуют просто засыпать в унитаз и слить. Это не тот эффект. Я уже попробовала, биопрепараты прекрасно работают, если их разводить. Они здесь в сухом виде, они спят, поэтому я сейчас, вот смотри, сейчас А покажу. есть какая-то особенность, что мне надо эти или на что обратить внимание, когда вот для... Это новинка. Ну, тут какие-то особый состав или что Да, здесь? тут специально бактерии для того, видишь, они какие. Они для того, чтобы уничтожать органику там внутри, без доступа даже воздуха. А, в туалете, да? Да, в туалете. Я хочу залить еще в трубы. Но это будет процеживаться, но сейчас для того, чтобы вот эти бактерии очень быстро развивались и размножались, и чтобы я получила быстрее эффект, я вот беру, развожу их. То есть я вот так вот их сюда. Так, надо будет сполоснуть, потому что даже Девочки вот и мальчики, обращаем внимание, что это не реклама, то есть вы Ни в можете коем что-либо случае, взять, какие-то, либо, видимо, другие бактерии, но в каждом Абсолютно. регионе, наверное, свое есть. Вот. Есть разные магазины, разные, вот это просто новинка, мне дети привезли. Вот я каждый раз стараюсь что-то новое, разные есть. А как не лохануться вот с этими бактериями, чтобы знать, что действительно они будут Ну, работать? во-первых, нужно знать, очень хороший, допустим, снова же не реклама, доктор Робик. Потом есть наши отечественные, очень хорошие,
по-моему, Николаевская, я пробовала жидкость. Но сам факт, что они или в сухом, или в жидком состоянии, их нужно обязательно пробудить, они здесь в большом количестве, и чтобы они начали размножаться. И вот здесь органика. Здесь вот как раз сейчас вечер, вот, сахар есть, органика есть, и супер условия, теплая водичка, супер условия для того, чтобы они как раз размножились хорошо. Я думаю, что до утра я их оставлю вот так, чтобы доступ воздуха был, быстрее будут размножаться. Ну а завтра я покажу, что я буду делать и как я буду отправлять в разные места, где у нас находятся как раз продукты жизнедеятельности человека. Так как мы не сможем туда попасть, сами эти места, они у нас прикрыты, но я покажу, через какие возможно места доставить вот эти нужные уже размноженные препараты. И они тогда, получается, почему я его использую? Потому что вот такой способ, они размножаются в большом количестве. И когда попадает туда уже, в эту яму грибную, в туалет, они очень быстро начинают работать и быстро перерабатывают. Если же попадут в неблагоприятные условия, то ли холодно будет, то ли еще жидкости мало будет, они, естественно, могут часть погибнуть. То есть, получается, лучше взять, купить эту пачку, или это в виде жидкообразное. Да. И получается, лучше сделать что-то им какие-то вкусняшки, чтобы они размножились, и только после этого отправлять в туалет. Правильно я понимаю? Да. В любое, даже компост, для компоста. То же самое, вот эти все условия нужно вот просто-напросто размножить. И все их. Дать им возможность размножиться. А затем они приступят к самому главному выполнению нашего спецзадания. И насколько это хватает? Ну, в разных условиях. Зимой это дольше. Ну, чем меньше туда вот этих продуктов жизнедеятельности человека в яму попадает, тем вода. В чем вот смысл, почему я начала это использовать? Во-первых, как раз яма, где все стоки, получается на уровне где-то грунтовых вод. И получается, что куда-то она попадает в истоки воды, допустим, в колодец какой-то. Поэтому, когда вот это ставишь, перерабатывается вся органика, и вода постепенно чистая просачивается. И самое главное, не собирается в яме вот это, если, допустим, туалет или вот септики, да, вот получается, что вот по вот этим кончикам вот яма, да, Ну-ка, вот, допустим, вот она круглая или какая-то яма, Да. и вот сюда попадает органика разная, Да. и вот оно заклеивается, заделывается, и все, нужно вызывать машину-ассенизатор, которая заберет вот это все, это целая проблема, и очень дорого. А вот это очень дешевый продукт, легко делается, и нужно просто постоянно, вот это где-то я раз в 2 месяца обязательно вот это делаю. А зимой? Зимой у меня получается где-то раз в 3 месяца, в 4 месяца. Зимой меньше отходов нашего производства, а сейчас очень много идет всего. Поэтому и в туалет, и в компостную кучу, и все, вот это супер, вот этот материал. Ну, а завтра я покажу, мы уже завершим. А по запаху есть вонь какая-то? Здесь нет, здесь запах мы завтра понюхаем вместе, придем утром и понюхаем приятный запах. Даже как запах чуть-чуть брашка. А тем более, что у нас виноград здесь и остатки органики, вообще очень приятный запах получится. Так что это приятная вещь. Да, благодарю за разъяснение. Ну, ждем завтрашнего дня тогда. Да, завтра мы продолжим наше видео. Пока. Вот смотри, я накрыла сейчас уже. А ну-ка. Солнышко было, накрыла, чтобы не было прямого попадания лучей. Ух ты, как оно надулось. Да, набралось, это начинают размножаться вот эти бактерии. Ой, какая мягенькая прямо стала вся. Ой, это за ночь, представляешь, какая Ничего красота. себе. Я еще не выбрасываю это. Вот, смотри, как хорошо едят они. Когда они едят, они размножаются. Вот процесс идет. Ой, какое мягкое, очень хорошее, мне нравится. Препарат. Но так бы, если бы он попал туда внутрь, холодно и мало осталось бы для размножения. Вот какое, видишь, А ну-ка, какой цвет. Вот, и мягкое-мягкое. Они кушают быстренько. Да. И кушая, они размножаются. Вот, я что делаю? Смотри, я в эту бочечку выбрасываю. Я не буду сразу, во-первых, вот эти вещи еще не будут выбрасываться. О, смотри, видишь, какое мягкое уже? Я вот это дальше буду оставлять, оно будет работать. Я специально сюда вот эту органику всю, для того, чтобы у меня как можно больше было, потому что хочется во все ямы, во все эти
где у нас места, где была органика, вот оно такое прекрасное. А ну-ка, ну-ка, И ну-ка. здесь, да, и здесь вот все эти бактерии, не все, а вот эти часть бактерий, здесь будет в этом, я их надбираю. Угу. А мы заберем, сейчас посмотрим, что мы будем забирать. Да-да, интересно. Сейчас. Вот. А когда видно уже результат, что вот бактерии начали работать? То есть как ты видишь? Ну вот я В туалете, например. исчезает запах. Ну, у нас выгребная яма, и в туалете первую неделю, когда они начинают вот интенсивно кушать, даже усиливается запах, как бы неприятный запах. А почему зато, так? видимо, начинают есть и выделяется много вот этих всяких вещей. Ага. И только когда уже на вторую неделю, даже через неделю уже, в конце первой недели, уже такой, знаешь, запаха резкого нет. Вот. Обычно как туалеты воняют летом, да, Ага. очень далеко, и очень такая вонь, что туда и зайти невозможно. А вот здесь, получается, я в июне месяце делала вот такую, ну, там чуть-чуть по-другому, у меня не было фрукты такой вот отходов органических. Поэтому, ну вот, у меня, видишь, сколько жидкости, мне надо... А сколько это бочка литров? Здесь у нас бочка на где-то 50-60 литров, уже не помню, но где-то так. Значит, я беру теперь, вот, мне нужна... Так, получается, что не могу никак. Значит, я тогда еще вычищу. Ты пока выключи, сейчас я по-другому сделаю, а то никак не получается, я сюда вот так вот. Во, так будет быстрее. Я не хочу, чтобы сильно большие кусочки уходили, они еще будут мне служить, а маленькие кусочки нужны будут. Сейчас покажу, когда мы будем заливать, и как раз вот эти кусочки где-то будут, получается, на стенках вот, трубы, где-то в раковине, и вот эти кусочки дальше будут работать, насколько будет там еще органика, ну вот они пока не сидят, все, они не успокоятся. Вот. О. Так, вот оно такое получилось, видишь? Ну-ка, ну-ка, да. Благодаря тому, что вот Ага. с винограда, вот они уже, видишь, от кусочков забрали вот эти. И, А ну что по какой? запаху? Понюхай. Запах, такое впечатление, что это вино здесь. Да-да-да, как Араб- брашка такая. Да, да. Ну, потому что и вино... Ой, там что-то упало. Так, а теперь мы сейчас пойдем в места, где мы будем заливать. Вот смотри, вот здесь раковина на кухне. Мы сегодня уже не будем пользоваться ею. Печалька. Да, до вечера. Вот я сюда заливаю в саму раковину. Много. Нет, вот здесь литра предостаточно. Получится, что она вот в этом сифоне, вот эта трубочка, она будет размножаться. А вечером мы теплой водой дольем. Причем ведро воды нужно сразу будет, чтобы оно пошло по всем трубам. И будет замечательно уже по всем трубам, по всему вот этой системе до ямы. Вот это будет. А в яму мы будем сейчас по-другому лить. То есть яму еще отдельно. Да, сейчас еще. Так, вот смотри. Это вот нужно, чтобы в яму попало как можно больше. Вот я использую для этого унитаз. Вот заливаю сюда. То есть целое ведро. Целое ведро. И оставляем, так тоже мы не будем пользоваться. У нас есть другая возможность. Вот тоже здесь будет вот эта жидкость. Оно, во-первых, все съест и размножится вот здесь, в этой части унитаза, и уже частично пошло в трубу. И вот они в течение 6 часов достаточно, чтобы они как раз, видишь, даже шумит, продолжается работа, да? Как раз видно, как брашка. Ну, это принцип той же самой брашки. Я как к этому дошла? Именно попробовала, мне нужно было размножить, даже были не свежие бактерии, и я попробовала их развести, размножить. И получилось замечательно. Теперь я все биопрепараты, абсолютно все, которые в огороде, на растениях, я использую именно таким образом. Я их размножаю дополнительно и экономлю. Самое главное экономия, потому что сами препараты, если их в таком большом количестве использовать, это довольно-таки большая сумма. В данном случае мы использовали выжимки от винограда, какие-то органические, там у нас кусочки. А если нет выжимки винограда, альтернатива какая? Альтернатива обычный сахар. Или же сок какой-то, любая чистая органика, в смысле, что она свежая должна быть. И они будут быстрее развиваться. Но самое лучшее это вот быстро сахар. Если есть сахар,
Все, я Просто так сахар с просто, водой и да, их. Да, достаточно, вот мне получается 1,5 килограмма, вот я на бочку развожу, только теплое место должно быть обязательно, чтобы они разводились быстрее. Одинаковая примерно температура, это в помещении, весной я это делаю на кухне, потому что в доме тепло, а в сарае там где-то или на солнце это холодно ночью. Поэтому вот это замечательная возможность как раз размножить бактерии, очень быстро потом эффект получаем, потому что их много. И они сразу же приступают, все размноженные, приступают к работе. Вот они попадут через 6 часов. Я солью сюда еще ведро 2 воды теплой. И вот это по трубам все пойдет и попадет сразу же в канализационную как раз яму, где у нас это выгребная яма, где находится вот это все. Но это еще не все. Мы еще должны залить вот эту жидкость в туалет. И мы это сейчас делаем. Я буду заливать как раз козерог, растущая луна. Очень хорошая. Почему я в это время делаю? Потому что как раз в козероге замечательно развиваются, размножаются бактерии на растущей луне. И этот эффект я получаю намного быстрее, чем в другие дни. На убывающей луне они более медленно размножаются и более медленно работают. Вот так мы сегодня вам показали и рассказали. И подготовили вот это видео на канале Раиса Греченко «Дача, сад, огород, цветы». Для тех, у кого есть возможность только пакетик, допустим, купить вот этого препарата, вы можете размножить и еще вот с органикой оставлять, сливать, заливать свежую воду, добавлять чуть-чуть сахара и иметь, кстати, все лето вот этот замечательный препарат, который будет освобождать выгребные ямы от этого всего остатка от ила, от того, что там будет на стенках как раз собираться. И, естественно, будет свежий воздух и чистая вода будет как раз уходить. Мы уже закончили видео, казалось бы, но я самое главное еще не сказала. Вот как, каким образом, вот видите, остались остатки. Теперь у меня теплая вода. Я снова бочечку заливаю полной вот теплой водой. И вот это как раз вот эти остатки. Здесь бактерии тоже есть, они будут как раз размножаться, и дальше я смогу еще раз залить, потому что скоро зима, и поэтому я сейчас перед зимой, мне надо, чтобы как можно больше было переработано всех в ямах остатков нашей жизнедеятельности. Это будет полное, просто не буду занимать снова же время. И здесь обязательно тоже накрываем, так как солнце здесь тепло, и еще какой-то ветошью темной накроет для того, чтобы сюда не попадали прямые лучи света. Ну и будет здесь тепло, как раз будет еще, допустим, я буду смотреть, еще какое-то время будет работать для того, чтобы снова размножиться и снова нам дать возможность еще компостную кучу залить, как можно больше вот этих отработок, все это должно переработаться до зимы и не оставлять, нужно вот это не оставляем для на зиму, на осень, и самое главное, оно не будет вонять, как обычно воняет. Ну а теперь пока.